Друзья, представьте себе велосипедиста. И что же вы видите? Яркую форму, шлем, технологичные переключатели скоростей или, может быть, вообще бритые ноги? А теперь забудьте про все это. В городском потоке появился персонаж, у которого нет тормозов. Колеса крутятся неотрывно от педалей, а из защиты вообще только куртка оверсайз и святая уверенность в своей правоте. И это фиксер, друзья, и его тихо ненавидят абсолютно все. Водители, пешеходы и сильнее всего другие велосипедисты. И в этом ролике мы попробуем разобраться, почему же фиксеры стали главными изгоями на дороге. На самом деле, лично я ничего не имею против фиксеров. У меня довольно богатый опыт участия в любительских стартах, групповых тренировках, ну и вообще плотной езды в команде. И как-то до этого момента вообще фиксеры обходили меня стороной. Но недавний случай на велогонке «Царь Грейдер» заставил меня задуматься на эту тему. Такого количества негативных комментариев в адрес фиксеров я еще никогда не встречал. И, кстати, я делал очень интересный ролик об этой гравийной гонке. Друзья, обязательно посмотрите его, если еще не смотрели. Но давайте уже разбираться, что же не так с этими фиксерами. И главный грех, а еще и повод для гордости большинства фиксеров – это концепция брэйклесс. Ну, то есть полное отсутствие классических тормозов. Чтобы замедлиться, фиксер должен сопротивляться вращению педали ногами, ну или вообще блокировать заднее колесо в занос. И делать так называемый скид, от слова скидинг – скольжение. Но физику тут обмануть невозможно, ведь 70% эффективности торможения любого велосипеда обеспечивает, конечно же, передний тормоз. Без него тормозной путь увеличивается в несколько раз. А в экстренной ситуации, когда, например, на дорогу выбегает ребенок, ну или открывается дверь припаркованной машины, фиксер физически не успевает остановиться, превращаясь в неуправляемый снаряд. И, конечно же, из этих конструктивных особенностей фикса и вытекает специфический стиль езды. На таком байке невозможно ехать накатом, расслабив ноги. Педали нужно крутить постоянно, как на трековом велике. Об этом, кстати, мы поговорим чуть-чуть позже. В общем, чтобы набрать скорость, требуется колоссальное усилие. У фикса ведь одна жесткая передача. Именно поэтому многие фиксеры панически боятся останавливаться. Они лучше пролетят на красный свет, подрежут автобус или вильнут перед пешеходом, чем затормозят и потеряют драгоценную инерцию. Их катание по улицам напоминает агрессивную игру в шашки, где заложниками этого азарта часто становятся случайные прохожие и автолюбители. А помните, я говорил, что тема фиксеров коснулась и меня? Так вот, недавно я принял участие в гравийной гонке «Царь Грейдер». И прямо перед финишем первого круга случился ужасный завал. И произошел он как раз по вине парня, который ехал на фиксе. А все дело в том, что перед выездом на второй круг большинство ребят из нашей плотной группы решили пополнить водный баланс и потянулись за флягами. А парень на фиксе решил этот вопрос кардинально. Он просто убрал обе руки с руля, чтобы взять фляжку, и не заметил, как его переднее колесо зашло за заднее колесо впереди идущего гонщика. И при попытке поймать баланс, чтобы сохранить прямолинейное движение, он, естественно, зацепился и устроил этот жесткий завал. Вот так этот инцидент выглядел в реальности. Друзья, мне в этом завале очень повезло, и мне удалось выйти сухим из воды. Но тем не менее, в моем предыдущем ролике с разбором этой гонки было огромное количество комментариев, обвиняющих именно фиксеров, а также организаторов, которые допустили их в одном заезде с классическими велосипедами, у которых есть нормальные тормоза, трансмиссия и рули-бараны. Я сам, кстати, участвовал на гибридном гравийнике Scott Scale Gravel с прямым рулем. Но это отдельная история, друзья, которую я полностью раскрываю в том ролике, поэтому еще раз советую его посмотреть, если вы этого еще не сделали. И да, ненависть к фиксерам подогревается еще тяжелым снобизмом их субкультуры. Эта фишка пошла от американских велокурьеров. Раньше они гоняли так по работе, а потом начали считать себя какой-то высшей кастой. Многие трушные фиксеры искренне считают себя этой высшей кастой. И наоборот, владельцев многоскоростных байков ленивыми юзерами технологий. В их тусовке принято транслировать мысль: только мы по-настоящему чувствуем асфальт и управляем байком силой своих мышц. Такое высокомерие бесит обычных велосипедистов. Они видят фиксеров не коллегами, а просто заносчивыми сектантами. Друзья, лично я с таким среди фиксеров не сталкивался, но вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу.
точки зрения здравого смысла, фикс в современном городе – это вообще полный абсурд и добровольное мучение. На таком велосипеде безумно тяжело подниматься в гору из-за всего одной фиксированной передачи. А длинные спуски вообще опасная штука. На большой скорости шатуны продолжают бешено вращаться, и вы не можете просто так взять и бросить крутить педали. Из-за постоянного торможения юзом покрышки стираются до дыр буквально за пару недель. Но это полбеды, ведь колени таких райдеров получают дикую нагрузку, и суставы быстро разрушаются. Удивительно, но сами фиксеры очень гордятся тем, как сильно они страдают ради обычной поездки до кофейни. Со стороны это выглядит не как крутость, а как обычная глупость. Адекватные райдеры годами пытаются наладить отношения с водителями и пешеходами. Они ездят по правилам, надевают шлемы и топят за безопасные велодорожки. Но вся эта работа идет на смарку, когда какой-нибудь фиксер на полной скорости сносит зеркало автомобилю, ну или пугает людей на тротуаре. Для обывателей мы все на одно лицо. В итоге из-за одного безрассудного парня волна хейта накрывает вообще всех велосипедистов без разбора. Нас начинают презирать просто за сам факт наличия двух колес. Обычные велосипедисты не хотят отвечать за чужую глупость. Им надоело, что их ассоциируют с безумцами, которые превращают обычную дорогу в зону повышенной опасности. Но давайте немного понизим градус. Сама по себе фиксированная передача – штука неплохая. Это идеальный инструмент, но только для профессионального спорта. Такие байки создавались специально для трековых гонок на закрытых стадионах. Там идеальный асфальт, ну или специальное полотно. Нет светофоров, пешеходов и тем более машин. В таких условиях фикс позволяет выжать максимум скорости и круто прокачать технику педалирования. Но выезжать на чисто спортивном снаряде на оживленные городские улицы – огромная ошибка. Это все равно, что выехать на гоночном болиде на обычную загородную трассу. Друзья, лично я ничего не имею против фиксеров, как ребят, которые увлекаются велосипедным спортом. Но последние события на гравийной гонке и ваши комментарии под прошлым роликом заставили меня глубже разобраться в этой проблеме. Ненависть к фиксерам рождается не из зависти к эстетике, а из обычного инстинкта самосохранения. Когда твое увлечение начинает угрожать безопасности других людей, это перестает быть субкультурой и становится безрассудством. Если вам так дорога эстетика фиксированной передачи, просто поставьте передний ручной тормоз, а еще лучше добавьте трещотку на заднюю звездочку. Это сохранит здоровье вашим коленям, а окружающим даст веру в адекватность вообще всех велосипедистов. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу фиксеров. Ну и, конечно же, не забывайте про лайки и подписочки, а мы с вами увидимся в следующем ролике.